Здравствуйте, мои хорошие. Сейчас попробуем, на немецкую шпрахе ловить украинца. Но не клюет, не клюет. Пару, так сказать, карпиков выловил. Средненьких таких, не тяжеленьких, не жирненьких. Они хоть и соскочили, но все же, но ёшкин зеленый, английским не владею. Приятного просмотра. Willkommen hier. Und andere Sprache, auf Deutsch besser beißen, die besser. Fischchen. Oh, jawohl. Jawohl. Ай-яй-яй. Abgegangen, Mann. Я их на немецкий язык ловлю. Попробуем еще раз, закидываем поплавок. О, mein Guter, komm bitte, komm. Beiß, da ist ein fettes Wurmchen dabei. Na, gibt es nicht, gibt es nicht. Doch muss das gleich sein, muss. Na, noch ein bisschen, zack, 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 zack. Nein, ёшкин зеленый, не клюет на немецкую шпраху. А ну-ка, noch einmal попробуем, noch einmal. Warte mal, komm schon. Цак, 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 цак. Оля, если что, кешер держи наготове. Будем тянуть его. Карпика жирного. Что-то тут на мелководье, блин, нету их. Они не попадаются, я думаю, по-немецки начну базарить, они, может, клювать начнут. Они не клюют, мамка. Стайка ушла куда-то. Прикормить точно надо. Опля. Das bist du wieder da, mein Freund. Ja, ich hab geschafft. Yes. Как дела у тебя, родненький? Ух, могучесть какая. А ты шо на пятаке-то зарюхался? Украина села. С туалета-то встань, ты на кой ляд там. Слушайте, работает, надо это. Шо, ну-ка мой. Абракадабра, дойче шпрахи, тут и там. Клюй, мой фройнд, клюй. Oder nein, Байс. Кстати, байс можно как кусай тоже перевести. Байс, mein Freund. Давай, komm schon, komm. Da ist viel Leckeres. Ich hab was dabei. Persönlich nur für dich. Yeah. Mein schöner Karpfchen. Da gibt es doch nicht keine 404. Mann. Okay, ich mache diesmal Serie auf Deutsch. Natürlich mit Übersetzung, Untertitel mache unten. Zack. Dann können Sie dann verstehen, was ich da labere. Здоровенькі були, шановний. Привет. Откуда вы? Я имею в виду область. Харьковская. Это еще Украина. Что значит еще? А ты... Зачем у тебя прапор украинский? Я представлюсь, зовут Александр, я сам с Германии. Прапор стоит украинский, хочу с украинцами пообщаться, поэтому ставлю украинский значок. Я понял, а почему не германский? Тебе что, стыдно за Германию или что? Ни в коем разе. Просто в этой рулетке такая специфика. Она еще сырая в плане техническом. Или больше соединяет, если вот стоит значок Украины. Больше соединяет с украинцами тогда. Я понял. Ты блогер, да, какой-то? Да. Я понял. Задавай вопросы, какие тебя интересуют. Как живется вам? Как вы видите будущее? Что значит, я не знаю. Живется как? Харьков является сейчас прифронтовым городом. Вот и об этом, да. 20 километров от Харькова примерно проходит линия боевого зыткнения.
Что еще? Еще нас докучают обстрелы с территории Российской Федерации. А как Вот. часто прилетает вам? Ну, вот сейчас где-то недели 3 поутихло. До этого каждый день. То есть 2 года до этого почти каждый день прилеты были? Ну вот самый последний обстрел, который был, вот недавно был, ну, обстрел этой энергетической инфраструктуры, ну, по Харькову только 3 ракеты прилетело. В день. Да. Ну, это вы, наверное, вы слышали, да, такое выражение «бомбили бомбас», по-моему, так говорят. Конечно, конечно. Как вы считаете, это справедливо так выражаться или нет? По Что отношению к значит тем людям, по справедливо? отношению к тем людям, Каким тем людям? которые проживают на территории Донбасса с той стороны. Ну, а вы знаете, откуда это выражение пошло? Про 8 лет. Ну да, 8 лет бомбили Бомбас. Да, Вы да. знаете, откуда? Ну, расскажи мне. Ну, оттуда и Откуда? пошло. Ну, откуда это Разрушение пошло? в Харькове, просто я вот, я сейчас объясню, да. Большие ли разрушения в Харькове? Достаточно. Но все-таки по отношению как к 100% незначительные, да? Есть, но незначительные. Значительное. Значительные. Что значит Ну, незначительное я и имею в виду, значительное? вот если взять город Харьков как за 100%, сколько примерно Ну, процентов разрушено? я понял, у меня такой статистики нет. Ты можешь зайти На в ваш интернет. взгляд, на ваш субъективный взгляд. Фу, достаточно, я тебе говорю, достаточно разрушить. Я не знаю, сколько процентов. Дорогой человек, я к тому веду, что ведь можно вот это вот «Домбили Харьков», так сказать. Можно говорить что угодно, можно. Я Да. ж не против, да. И всего Можете 2 года, говорить. еще 6 лет осталось всего-то. Ну да, да, да. Можешь Представляете? говорить. Я ж не против. А я Я ж не этого не против. хочу. Если я это произношу, я просто смотрю на вашу реакцию. И я этого не хочу. А я при чем тут? Про выражение, вы меня, наверное, не понимаете. Про выражение «Домбили Бомбас». Это ведь Ну, несправедливое выражение. Люди почему? страдали, люди находились под бомбежками. Много бомбежек или мало бомбежек – это одна история. Я поэтому у вас и Ну, спрашивал, что как часто прилеты, какие прилеты. И вам же не нравится жить в таком, так сказать, Макаре? ну, особо нет, конечно. Конечно, я вам верю, я вам поверю на слово, да. И им не нравилось, и до сих пор не Вот нравится. теперь делать с этим? И что? Ну, итог, вывод какой с этого? Бомбили Донбасс, а не домбили Бомбас. Я понимаю, ну и что с Вы со мной этого? согласитесь, Итог. что все-таки что дамбили, а не бомбили? Или наоборот, вернее. А мне говорить какого? Ты ж не знаешь, откуда это пошло, а применяешь это Хорошо, выражение. откуда это пошло, на ваш взгляд, ваша версия? В интернете россияне, они не знают, где Донбасс, и вот так Донбасс, говорят. во-первых, я Да, не россиянин. Во-вторых, я знаю, где Донбасс. В-третьих, я знаю, что такое Донбасс. что такое Донбасс? Это Донецкий угольный бассейн. Откуда он начинается, где заканчивается, хоть примерно? Как откуда? Вам сейчас, как я вам объясню карту? Территория Украины, где он начинается, Восточная часть Украины, северо-восточная часть. ну, город примерно, где он начинается и где примерно заканчивается. Давайте я вам Донецк назову. Это Донбасс, да? Это сердце Донбасса.
Бля, Вам пиздец что, какой. шахты перечислять? Или что вы от меня просите? Территорию мне, примерно территорию, где начинается и где заканчивается. Вот этот Донбасс. Ну, что это Ну, изменит? Я вам назову, но что это изменит в нашем разговоре? он как был, Типа, Донецкая... я вас понял, типа, это, короче, если человек не знает, где на карте находится эта территория, это как бы его слова до этого насчет бомбежек становятся нелегитимными, да? Часть часть России это Донбасс или нет? А мы в каком контексте говорим об этом? В Я ж географическом тебя- или военно-политическом? Часть, какая-то часть Российской Федерации это Донбасс или нет? На сегодня да. Большая даже часть. Даже большая часть. Понятно. Большая часть. Ну, Ты пьяный, что ли? в уматинушку. Я понял, ты пьяный? Я ж говорю, в уматинушку. А, понял. Ну тогда пока. Я с пьяными не очень хочу разговаривать. Давай. Давай. Что это меняло, да? Что это меняло? Знаю я, где это начало Донбасса, как угольного бассейна, или не знаю. Мне потом он что, начнет в километрах квадратных спрашивать? Скидохнет, ман. Шайзе, добавился ман, о ман. Рнухай по-горски. Юнга. Альте шведа. Альта фервальта ног гиптас, я. Здрасте. Здорово. Вот сразу видно, вот, шановный украинец. Чому? Ну, не знаю, вы как-то надменно так смотрите. Я, конечно, извиняюсь, если я ошибаюсь. А как я должен смотреть на тебя? Ну, взгляд у вас как-то такой, как бы свысока, знаете. Ну так вот. Нет, не по отношению к камере, а вообще так, знаете. Голубых кровей такой. Обычный- ещё. Ладно, обычный давайте взгляд. оставим, опустим это. О чем беседуете? Мы можем опустить только тебя, если ты захочешь. А если ты не хочешь, можешь идти. Вон оно как.